Недавно стало известно, что скоро выйдет на рынок Китая подключаемый гибридный компактный кроссовер четвертого поколения Havail H6 Hi4. Еще в прошлом месяце на рынок вышла новая бензиновая версия Havail H6 с ценовым диапазоном от 16 до почти 20 тысяч долларов. Ожидается, что вариант Hi4 появится в сентябре этого года. Стоит начать с того, что кроссовер H6 – это настоящий символ бренда Havail. Он дебютировал на рынке в 2011 году и сразу завоевал популярность в сегменте кроссоверов. На протяжении следующих 9 лет модель H6 удерживала лидирующие позиции в своей категории. Однако с 2020 года, вместе с приходом в Китай эры электрических и гибридных автомобилей, бензиновый кроссовер начал сдавать свои позиции. Тем не менее, компания Great Wall Motors не теряет надежды вернуть утраченный статус. Для этого она готовит к выходу на рынок новую версию модели, оснащенную подзаряжаемой силовой установкой Hi4. Несмотря на современные тренды, модель сохранила не только узнаваемый профиль кузова, но и традиционные дверные ручки. Однако ее передняя часть получила новую монолитную решетку радиатора с трапециевидной формой. Также у автомобиля появились вертикальные светодиодные клыки дневных ходовых огней, а фары хоть сохранили прежнюю форму, но получили новое наполнение. Задние фонари у кроссовера тоже другие. Они лишились сквозной накладки через дверь багажника и разделились на два самостоятельных световых элемента. То есть внешний Havail H6 Hi4 практически не отличается от бензиновой модели. Однако сбоку гибридный автомобиль можно узнать по дополнительному лючку зарядного порта на заднем левом крыле. А с заднего ракурса о наличии альтернативной установки можно узнать по шильдику Hi4 на двери багажника. Остались прежними и габариты кроссовера. Длина 4703 мм, ширина 1886, длина 1730, колесная база 2738 мм. Клиренс кроссовера 190 мм, колесные диски на 19 дюймов. Угол въезда составляет 19 градусов, угол съезда – 26 градусов. Снаряженная масса автомобиля теперь достигает 1950 килограммов, а полная масса – 2385 килограммов. Максимальная скорость – 180 км в час. На борту гибридного кроссовера Havail H6 установлена простая версия системы Hi4. В основе гибридной установки лежит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 116 лошадиных сил. Кстати, название Hi4 является аббревиатурой и расшифровывается как Hybrid Intelligent, в переводе гибридный интеллектуальный полный привод. Таким образом, кроссовер точно будет оснащен приводом на 4 колеса. В паре с бензиновым двигателем будет работать электромотор мощностью 204 лошадиных сил, который расположится на задней оси. Аккумулятор литий-железо-фосфатный емкостью 19 кВт-часа от Swolt – это аккумуляторное подразделение автомобильной группы Great Wall Motors. Кроссовер сможет проехать в режиме электромобиль 85 км пути по международному циклу WLTP. Средний расход топлива модели будет составлять 5,3 литра на 100 километров. Известно, что кроссовер будет проезжать на полностью заправленном баке и заряженной батарее свыше 1000 километров. У негибридных моделей доступны версии с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор. В базовой комплектации получит 1,5-литровый двигатель мощностью 184 лошадиных сил и 275 ньютон-метра крутящего момента. Он по-прежнему сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивая идеальный баланс между мощностью и экономией топлива. Как говорит производитель, технология впрыска Common Rail под высоким давлением и эффективная система терморегулирования снижают расход топлива до 7 литров на 100 километров. Отдача 2-литрового турбомотора новой версии Havail H6 выросла с 211 до 238 лошадиных сил, плюс этому двигателю теперь положен новый 9-ступенчатый робот. Для модели предусмотрен полный привод. Кстати, средний расход топлива у такой связки должен составить 8,1 литров на 100 километров из официальных данных производителя.
Если во внешности нового H6 еще можно найти знакомые элементы, то прежний интерьер в нем почти не узнаваем. Физические кнопки из салона практически исчезли. На передней консоли расположились цифровая приборная панель на 10,25 дюймов и крупный 14,6-дюймовый сенсорный экран. Селектор коробки передач переехал за круглое трехспицевое рулевое колесо. Проекционный экран для водителя на 9 дюймов. На передней стойке со стороны водителя располагается датчик Face ID. Так как селектор коробки передач убрали с центрального тоннеля, здесь освободилось место для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, двух подстаканников и вместительной ниши для хранения. Центральный тоннель расположен на одном уровне с подлокотником. Другая особенность интерьера — сиденья с отделкой из перфорированной эко-кожи. При этом передние кресла оборудованы функциями обогрева и вентиляции. Для второго ряда сидений Havail H6 предусмотрены два зарядных порта. Сиденья здесь можно сложить в соотношении 60:40. При этом образуется ровный пол без ступеньки. Для большего удобства пассажиров предлагается функция мониторинга качества воздуха в салоне, а за акустический комфорт отвечают 9 динамиков. Заявленный объем багажного отсека составляет 560 литров, а со сложенными задними сиденьями увеличится до 1485 литров. В списке оборудования также заявлена виртуальная приборная панель, подогрев и вентиляция кресел, проекционный дисплей, панорамное изображение на 360 градусов. Из ассистентов безопасности адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения, предупреждение о столкновении сзади и другие функции. Стоимость гибридной версии кроссовера Havail H6 High 4 пока неизвестна. Скорее всего, она будет незначительно дороже бензиновой модификации. Стоимость последней в Китае составляет от 117 900 до 143 900 юаней, что эквивалентно от 16 тысяч до 19 700 долларов. По неофициальной информации китайских СМИ, гибридная версия кроссовера будет стоить в Китае на уровне 130 тысяч юаней или 18 тысяч долларов. Что касается сроков выхода на рынок, то, учитывая регистрацию автомобиля в базе китайского министерства промышленности, можно предположить, что он полностью готов к серийному производству. По последним данным, премьера модели может состояться в Китае уже в сентябре. Great Wall выпускает гибридную версию Havail H6, которая предоставит клиентам больше выбора среди конфигураций кроссовера. Экономичный двигатель, большой запас хода, комфортный салон, современные системы помощи при вождении и небольшая цена делают этот кроссовер более привлекательным выбором на рынке этого сегмента. Спасибо за просмотр. Нам очень важно ваше мнение, поэтому оставляйте комментарий. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ваши лайки и подписки помогают нам развиваться и делать контент еще лучше. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Всем удачи на дорогах!